Так, в начале новостного блока я всегда объясняю за то, что послужило идеей для названия стрима. Название стрима звучит как «Трамп закончил войну в Газе за минус 120 часов». Да, ну такая ироничная шутка на тему закончить войну в Украине за 24 часа. И я сразу сказал, что если заканчивать войну и договорняк, то Трамп, конечно, имеет в виду любимый еврейский народ, само собой. 15 месяцев там беспонтовых бомбардировок сектора Газа. Закончилось все вот так. Ну, вы знаете, да, проблема всех таких организаций радикальных, террористических, типа Хамаза, там, Исламского государства, это то, что их не так легко уничтожить, как кажется на самом деле, да, и это не централизованное государство, которое, ну, все сравнял с землей, и как бы все, порядок готово, да, там, как мы, например. Все, конечно, намного сложнее, и я не знаю, насколько, скажем так, гуманитарное уничтожение, да, вот такое этих земель, насколько оно способствует. Вообще, это же, наверное, так и устроено, что ты превратил регион, сбичил там полностью население, все там превратил в кашу из бетона и щебня, песка и других стройматериалов, да. И потом там вот молодое мужское население, оно, конечно, пошло получать высшее образование, работать, развивать свой регион. А точно не пошли молодые безработные люди, блядь, всякие террористические организации, правильно? Ну, в общем, понятно, что это история старше, наверное, чем вообще, блядь, Европа, да. Вы знаете, да, касательно этого, я не особо с этим вопросом ознакомливался, не читал какие там положения. Только две вещи, да. Но это то, что вот, скажем так, западная пресса, ее информационное поле тоже всегда, мы понимаем, да, заангажированность классических мейнстримных медиа в такую антиреспубликанскую сторону. И в этом смысле очень интересно, как они видят этот мир, почему он именно сейчас, когда Трамп победил на выборах, почему, да. Потому что Трамп, он такой деспот, да, и с такими авторитарными задатками, что Беньямин Натаньяху его боится, и поэтому боится какое-то слово против дать, да, поставить, поэтому вынужден повиноваться. Хотя, по-моему, ну, очевидно, да, более здравой логикой выглядит то, что у них буквально хорошие межличностные отношения, да, и из этого выходит вполне себе, что они все-таки близки вот в таком глобально-мировом, да, политическом лагере, все-таки союзники, и в этом смысле не настроены друг другу вредить. И в этом секрет, наверное, там, договороспособности. Не обязательно бояться, да, можно быть просто хорошими партнерами. Потому что мы помним перед этим политику администрации Байдена, и они, ну, не стеснялись публично пытаться давить на Беньямина Натаньяху в этом вопросе. Что явно не похоже на уважение и какие-то взаимоуважительные отношения, правда? Это первое. А второе, я прочитал, ну просто рандомно мне попался в ленте пост Станкевичуса, и он там рассказывает так, что почему люди видят этот мир как слив Израиля, типа, что Израилю ничего с той войны не перепало. На самом деле, смотрите, полное уничтожение там сектора Газа и его главарей. Понятно, что там выбрать новые главарей, наверное, это 5 минут работы, да, если бы так все было просто с этими террористическими организациями, опять-таки история всего вот этого начала 21 века на Ближнем Востоке, она хорошо это доказывает, да, сколько мы помним раз убийства главы исламского государства. Это не помогло полностью уничтожить исламское государство. Но дело даже не в этом, да, там он приводит плюсы, интересно, что он в плюсы, скажем так, в аргументы победы Израиля и этого договорника как победного для Израиля включает падение режима Асада, да, и то, что он сменился, ну, более радикальным, вероятно, режимом, но это вполне вероятно, уж точно не произраильским. То в этом смысле мне, конечно, ну, улыбнул этот пункт, в том смысле, что, наверное, таким образом можно сказать, что вклад Украины больше даже в падение режима Асада, чем Израиля, несмотря на то, что Израиль бомбил какие-то объекты на территории Сирии, а Украина нет, но все-таки именно фактор войны в Украине, затяжной, да, высокого сопротивления Украины, создал потребность для российского государства выводить оттуда свой контингент, сокращать там свое присутствие значительно, передавать там кому угодно, Ирану там и так далее, корпусам стражи исламской революции, або по-украински КВИР, передавать им свою инфраструктуру, ну и понятно, что это не закончилось ничем позитивным, потому что все-таки российские объекты на территории Сирии бомбить нельзя было, а вот иранские уже можно.
Ну, в общем, вот так. То в этом смысле вклад Украины, наверное, больше, даже несоизмеримо, мне кажется, больше в падение режима Асада. Именно из-за вот этого фактора, что России пришлось там резко подсвернуть все удочки, подсобрать, да. И, безусловно, фактор войны в Украине привел к тому, что вот эта организация, их довольно эффективная, да, Вагнер, исчез по итогу. Да, ну, в общем, вот так. Особо тут поэтому сказать нечего. Да, друзья, ну следующая новость. Соглашение между Украиной и Британией ни много ни мало с пафосной такой заявой о столетнем партнерстве. Ну, вы знаете, я всегда с иронией отношусь к таким категориям типа 100 лет, там на 500 лет запретить торговлю с Россией украинским законом. Или там такая категория, как запрет на прямые переговоры с Путиным, ну, тоже сомнительная, да. Или вот такое 100-летнее партнерство с Британией, да. Не знаю даже, кто раньше сгинет, может и Британия, честно говоря, чем эти 100 лет. Ну да, и обратила внимание то, что, ну, мы знаем такое отношение украинской официальной линии партии к договорам, да, в том смысле, что сначала нам их подавали, давайте попытаемся восстановить хронологию, сначала нам их подавали как договора безопасности, которые помогут в будущем предотвратить войну. Война еще не закончилась, но когда закончится, ту будущую помогут предотвратить. Хотя это публичные договора, и мы знаем, что они не содержат прямых обязательств тех западных стран, с которыми мы их заключаем по поддержке нас вооруженными силами. А это ключевое. То есть, по сути, они за нас не вступятся, там просто консультации, инвестиции, ну, короче, какие-то такие вещи, которые реально от войны с держкой выступить не могут. Могли бы, может быть, до войны выступить как-то, да, но сейчас уже, когда жребий брошен, сложно представить, когда кровь пролита, да. Ну, в общем, но тем не менее настаивали на том, что вот мы работаем на мир, на будущее. Потом обострение уже на окончании срока Байдена, обострение такое, что нет, все-таки НАТО нам надо, и план перемоги, мы помним его пафосное представление в парламенте, что все-таки первым пунктом там стоит это Украина, член НАТО, получить приглашение в НАТО. Тупиковая, очевидно, ветка направления нашей дипломатии при любой администрации. Но почему-то они за нее уцепились, и много раз повторил кто-то, да, то есть и министр иностранных дел, и глава офиса президента, и сам президент, что все-таки все остальное не может сравниться с НАТО, и точно они такой же силой не обладают, поэтому нам надо НАТО. Ну вот прошло время, и уже публично все подряд говорят о том, что Украину в НАТО не примут, и это будет основой к договорняку, если таковой случится. Да, вопрос, как можно гарантировать это непринятие юридически? Да никак, никто, кроме устного обещания, наверное, России ничего предложить не может, да. Из наиболее вероятного это только какие-то поправки в украинских законах, но Украина никогда о них не пойдет, и вряд ли кто-то сможет их навязать. Ну, в общем. Суть не в этом, суть в том, что стала публичная линия теперь такая, что все не скрывая говорят о том, что НАТО нет, и это основа только для договорника. Приходится, очевидно, опять возвращаться к идее того, что вот эти все беспековые договора, не содержащие реально вооруженной поддержки Украины, да, вмешательства их армии и такой гарантии классической и понятной мира, но все-таки это то, что нам там в будущем поможет. Очевидно, мы возвращаемся к такой пластинке, и это, не знаю, ну просто мысли, да. И из этого же, вот анализируя опять-таки информационное поле, новая появилась мулька уже из разряда магического мышления. Это то, что существует. Это хорошая идея, чего они раньше к ней не прибегли, когда были беспековые договоры со всеми остальными странами, типа Дании, там, Франции и так далее. Это то, что есть тайные какие-то приложения, да, как тайные приложения к пакту Молотова-Риббентропа. Есть тайные какие-то приложения, в которых мы не знаем что, но, видимо, что-то реально потужно, да, потужное. Если они тайные, то, конечно, они на самом деле, наверное, на дипломатию слабо влияют. Очевидно, что в тайных точно не содержится введение вооруженных сил и вступление Британии в войну на стороне Украины, если агрессия против Украины повторится. Такое бы не делали тайным, и, наверное, такое тайным сделать бы было невозможно. Наверное, там просто какой-то чувствительный пункт, и касающийся каких-то чувствительных плоскостей, типа информационной безопасности и так далее. То есть что-то незначительное, но в информационном поле, очевидно, с каким-то таким умыслом, да, надежды, оно подается как что-то тайное и реальный козырь в рукаве. Но это просто из того, как информационно подают, то есть, а мне кажется, что, наверное, первостепенно здесь вот все-таки информационная сторона этого вопроса, таких безпекових договорів. Ну, ось такий безпековий договір
который Страмер нам подарил, да, поддержал Страмер нас ну, премьер Британии, в условиях такого общего, ну, не знаю, непонятных перспектив, не тех, на которые мы надеялись в начале войны, не те, которые вселяли, да, в украинцев надежду в начале войны. Ну, вот так, да. Да, тоже, но это не новость, но новость не новость, но продолжаем какое-то обсуждение, которое было на прошлом стриме, и его просто может есть теперь чем дополнить. Это то, что обмениваемся ударами с Россией, и очевидно, что если какие-то и были устные зыбкие договоренности на тему энергетической безопасности, сейчас явно они растворились, потому что я узнал, что прошлый ракетный удар, ну если верить Министерству обороны Российской Федерации, был нанесен по каким-то газораспределительным, газохранилищам, в общем, по какой-то газовой инфраструктуре на заходе Украины, если верить опять-таки Министерству обороны. Украина бомбит какие-то объекты, связанные с энергетикой в России, в смысле нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы. Ну, то есть какое-то время эта пауза была в плане в этих ударах. Ну и сегодня утром, как я понял, ну, судя по просто регионам, из которых я читал, да, эти все новости про то, что куда летят дроны, то, очевидно, бомбили инфраструктуру черноморских портов, что тоже где-то было, видимо, в рамках вот этого не удара по энергетике. То есть вот у Украины есть два чувствительных вопроса, ну, три, окей. Это порты и портовая инфраструктура на Черном море, это мощности, связанные с газом, и еще какие-то вот подстанции на атомных электростанциях. Ну, пока что подстанции не подстанции, слава богу. Это просто дополнить новость, которую мы обсуждали на прошлом стриме. Ну, тоже посмотрел беглое интервью Байдена, да, последнее слово Байдена перед уходом. Байден рассказывал очень интересно, и я вот эта строчка меня очень задела, потому что она отзывается с тем, как я это вижу. В общем, много подтверждает моих догадок, подтверждает мое видение во многом международных отношений, взгляда американских элит на Украину. Это то, что Байден рассказывает, его спрашивают, вы не ссались приезжать в Украину вообще? Потому что он недавно говорил, что я-то был в Украине, а Путин не был, ну там не помню в каком контексте. И Джо Байден говорит, ты знаешь, я не ссался. Я понимал, что, конечно, по президенту Америки они не ударят, очевидно, да. Но, говорит, я вот чего ссался, что радикальные элементы в Украине, да, могут меня бомбануть, могут меня убить, могут покушение на меня создать. Ну, то есть там завербованные России или как-то так. Ну, то есть представляем, как вот этот школьник из семьи военного, да, который кокнул Фарион, вероятно, представьте, мог бы кокнуть Джо Байдена. Было бы ярко. Было бы ярко, но не судьба. Это интересно довольно, потому что вот для многих украинцев, да, молодого поколения, ну и вообще, когда ты долго живешь в информационном поле, ты довольно быстро забываешь прошлое, да. Далеко не все люди понимают специфику нашей страны и того, как она выглядит извне для западного мира, вообще для мира, а особенно для мира западных элит, еще и таких ветеранов политики, как Джо Байден, которые в американской политике хуй знает с каких времен еще холодной войны, да. Они не до конца понимают, что для них Украина это страна, вот которой прозападный курс не то, что вчера появился, да, а сегодня, просто несколько часов назад, да, а до этого это была страна пророссийская, когда получила независимость, да, зависимая от России экономически, политически, культурно, а еще до этого вообще страна в составе Советской империи зла. И просто вот это, скажем так, такое направление мысли не всем украинцам понятно, и в этом смысле они не до конца всегда понимают осторожность Запада вообще в подходах. Это, конечно, вопрос психологии, да, понятно, что, наверное, та Украина, да даже Украина до 2014 года уже не так имеет много общего с Украиной сучасную в плане и настроения граждан, и особенно там настроения политических элит, да. Но все-таки в головах людей, которые варятся в этой кухне еще со времен Холодной войны, все гораздо дольше переключается, если переключается вообще. Вот, и это важно понимать. И мне кажется, что вот такие слова, да, и такие страхи, через них можно судить о их видении вообще Украины, структуры Украины, что, ну, не верят они там, да, в быстрые перемены какие-то мгновенные и такого рода вопросы безопасности, да.
что, безусловно, влияло, наверное, на какой-то их более осторожный политический курс. Ну, правда, об этом и еще были какие-то статьи на тему того, как более молодые советники Байдена расстроены тем, что он их не очень хочет слышать и их политику в отношении Украины, а старается слушать людей постарше и людей школы еще времен Холодной войны. Все это, в общем, суммарно дает интересное понимание, да, себя в мире. Себя, в смысле, как Украины и украинцев. Да, ну что-то он там еще про тактическое ядерное оружие рассказывал. Но это такая, знаете, тема последней недели, что как-то больше всплыло какой-то публичной информации касательно того, что Путин хотел применить тактическое ядерное оружие в начале войны, и как-то там его отговорили или отговаривали. Ну, в общем, что была такая вероятность довольно высока. Об этом говорил и кто-то в Белом доме, и вот непосредственно Байден об этом говорит теперь в своем интервью. Да, друзья, порнушка. Порнушка, клубничка, производство порно. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что такое бывает с беднючими странами, что Украина, будучи беднейшей страной в Европе и довольно с большим населением, при этом довольно большой страной, да, является, ну, наверное, лидером по вот этому, ну, куда податься, да, опять-таки, как я сказал, вот такая совокупность факторов экономических, особенно сейчас, да, с кризисом, простите, что звуки биологические произвожу. Да, вот такая совокупность факторов, что экономическая ситуация плачевная, наверное, наиболее плачевная в Европе. Да, и большая площадь, большое население, все это так вот сложило обстоятельства, что, наверное, мы лидирующие в Европе по производству контента порнографического, в смысле вебкамщица, онлифанщица, вероятно, из Украины, да, и так далее. То есть мы не последнее место в мире занимаем по этой линии, мы там, может, конкурировать можем с Колумбией, наверное, даже какой-то, да, в плане этого, по студиям еще такого рода и так далее. То есть понятная вещь, как это устроить. Все вы знаете порно, все вы его смотрите, все вы его видите. И как так получается? Ведь это совершенно не бьется с украинскими постсоветскими законами, да, которые людей карают за производство и распространение порнографии. То есть в Украине это незаконно. Понятно, что если одно и другое есть, то есть есть такой закон, но при этом есть и производство, очевидно, значит, есть какие-то неправовые практики, да, то есть кто-то на этом, видимо, зарабатывает, потому что есть такая возможность, государство ее создало, такую возможность по заработку денег, да, по крышеванию, по угрозам, да, этим производителям такого контента и таким образом зарабатыванию денег, да. Довольно очевидно. Ну и кто бы это мог быть, да? Очевидно, что, ну, таким занимается полиция, да, киберполиция, какие-то еще там подразделения национальной полиции Украины, то есть они занимаются мониторингом вот это в сети интернет, ну, понятно, находят онлифанщиц, потом угрожают им статьями и трясут их на деньги, потому что вещь это очень прибыльная, непропорционально прибыльная, понятно, для экономики Украины. Ну вот так, ничего хорошего в этом нет. Конечно, ну как-то мир идет вперед. Украина тоже как-то движется вперед, развивается, в том числе и в смысле законодательном, законотворческом. Парламентарии наконец-то разродились на закон о декриминализации создания порно, да, декриминализации порнографии, создании и распространения порнографии. Понятно, что такой закон во многом лишает лишней незаконной прибыли каких-то ну, не каких-то, а всех, да, в национальной полиции, в том числе и топов. Понятно, что коррупция институциональная, это значит деньги идут, и аж до самого верху, там, возможно, до министра, если не выше, да. Понятно, что это резко лишает их такой сладкой, прикольной прибыли, да, с этого дела. И, в общем, национальная полиция не поддерживает, написала даже пост, не постеснялась, что она не поддерживает идею декриминализации порнографии в Украине. Отправили они спикером, ну, постеснялись отправлять министра внутренних дел Клименко, да, это был бы уже слишком. Отправили главу национальной полиции Выгивского, да, ну, может, он Выговский, ну, в общем, Выгивского, который написал следующий пост, давайте я вам его зачитаю для того, чтобы ознакомиться, для того, чтобы ни много ни мало ознакомиться с аргументами национальной полиции Украины на этот счет. Дивіться, друзі, Нацполіція не підтримує ідею декриміналізації порно, заявив глава Національної поліції України. За його словами, правоохоронні органи не підтримують такий законопроект, і він потребує доопрацювання і прямо суперечить деяким законам. То, що, блядь, весь этот закон суперечив реальності України, то, блядь, мало кого інтересує, і справедливості в тому числі, да.
Ця вся легалізація призведе до того, що все це буде доступно для неповнолітніх. Ну, тобто, зараз війна і росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками, тому це може стати додатковим напрямом, на якому вони спекулюватимуть. Це також матиме негативний вплив і на моральні цінності, зокрема дітей, каже Вигівський. Ну, то есть мы понимаем, ключ, конечно, в защите своих денежных потоков незаконных, да, то есть в этом, конечно, основная мотивация. Но вы вдумайтесь, да, то есть они сидели там, пыхтели, насколько тупой средний мент в Украине, даже не средний, а человек, сидящий там в управлении нацпола, да, люди, которые там сидят, насколько они тупые, что типа, ну вот надо защитить свои бабки, какую аргументацию они там, блядь, подобрали. То есть, ну нет, чтобы там придумать, что типа, ну вот, легализация порнографии, да, даже не легализация, а декриминализация порнографии, ну, очевидно, подстегнет все к расширению рынка, а расширение рынка порнографии там повлечет за собой, скажем так, какие-то феномены торговли людьми, да, развития какой-то торговли людьми в Украине. Ну, то есть, понятно, появится больше студий, какие-то синявки из неблагополучных семей, из какого-то неблагополучного синявка из Кривого Рога, да, вот она приедет в Киев, у нее отберут документы, посадят ее на вебкам-студію. Ну, що-то хоча б такое. Но ні, он пише, що ця вся легалізація призведе до того, що все це буде доступно для неповнолітніх. С чего, блядь, вдруг? Это же вообще этим не регулируется, да? Вообще с этим не связано. То есть сейчас, будучи неполнолетним, ты можешь спокойно в 2 клика, если этим не занимаются родители, нужно ли говорить, да, что доступ или не доступ до того чи иного, да, к тому или иному неполнолетних, это вопрос ответственности родителей. Но тем не менее, ты, будучи ребенком, сейчас 2 клика сможешь получить и получишь, и мы все с вами получали доступ до порнографии, да. Как это связано с законом о декриминализации порнографии в Украине, непонятно. То есть неужели нельзя было что-то умнее придумать, да? Более того, для увесистости своих слов, естественно, никуда без войны и России. В этом даже вопросе, в вопросе порнухи, зараз війна і росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками і реальними, нужно сказати, атаками. Тому це може стати додатковим напрямом, на якому вони спекулюватимуть. Что под этим может скрываться? Они будут проводить DOS-атаки порносайтов и вебкам-студий? Или они запустят информационную кампанию, что в Украине одна порнуха? Что может за этим вообще, блядь, скрываться? То есть как россияне это могут использовать в своих целях? Просто пиздец. Це також матиме негативний вплив і на моральні цінності. Тобто, вот это охуєнно вообще, какое дело Національній поліції України і пану Вигівському до моральних цінностей українців. Он лучше б за моральними цінностями ментов би, блядь, послідив получше. Зокрема, дітей. Опять-таки, это просто повторение, да, вот последняя строчка, это повторение первого предложения про то, что легализация призведе до того, що все це буде доступно для неповнолітніх. Ну, в общем, блядь, короче... Вот такая хуйня. Более позорные вещи еще надо поискать, где полиция, не скрывая, ну реально, не скрываясь даже, не стыдясь того, что они на этом зарабатывали бабки все время, так пытается защитить свои доходы в эти тяжелые времена, при том, что и так сейчас там все сочно и сально, люди туда лезут, потому что там можно спастись от мобилизации. Бычки, да, лезут туда. Несмотря на это все, такую хуйню выписывать чисто, чтобы защитить свои доходы, это просто охуеть, охуеть. Короче, я был вареный. Да, друзья, ну, в общем, вот такая национальная полиция. Следующая новость, друзья, это, да, умер режиссер Дэвид Линч, да, хороший, талантливый режиссер. Ну, тут не то, что о мертвых или хорошо, или ничего, действительно хороший режиссер. Вы знаете мою довольно плохую память на фильмы. Я помню, что я не смотрел Twin Peaks, я знаю, что я смотрел Blue Velvet, я смотрел Голубой бархат, да, Синий бархат. Я смотрел фильм Синий бархат и помню из него какие-то кадры, да. Но все-таки кадры это важно, это же все-таки о том, чтобы смотреть фильмы, да. Ну, в общем, талантливый режиссер. Чем он особенный для Украины? Тем, что он много сюда приезжал и участвовал в каком-то абсурде, да. Ну, одна из таких абсурдных вещей, это вот у меня есть фотография, видите, справа Линч встречается с Петром Порошенко. Этот Дэвид Линч приезжал и консультировал президента, помогал ему проводить судебную реформу Петра Порошенко. Друзья, прогуглите суд Линча, да. Ну и последняя новость, да, это такая в качестве развлечения. В последнее время, блин, атака проходит, да, информационная. Ну вот это так, с одной стороны заказуха, да, действительно, все время говоришь об этом. А с другой,
Да, с одной стороны заказуха, да, с другой стороны вот там Лачен говорит, что, ну, подняли фрагмент из его интервью, где он рассказывает, что там я воюю, у меня свой фронт и все такое, воевать я не пойду, в общем, по-реальному. Вот, и он кричит, что это заказуха, что подняли этот фрагмент. Но с другой стороны, ты же сам это говорил. Но, наверное, он скорее прав, чем не прав. Все-таки поднятие какого-то материала в информационной плоскости, ну да, вероятно, происходит с заказными целями какими-то, да. Вот. И такая же ситуация какая-то с Портниковым, да, он там какой-то хуйни нагородил, ну потому что он такой, как он говорит, мыслитель, да. Да мы все мыслители, только одних мыслителей закрывают на 15 лет с конфискацией, да, а другие мыслители пиздят дальше не это самое, не отпадая от сиськи офиса президента. Но тем не менее, вот он как мыслитель тоже наговорил дохуя, и повырывали из контекста, и теперь везде показывают. В общем, на него идет атака, как он говорит. Давайте зачитаем просто его оправдание, потому что мы много его последние разы упоминаем, потому что оно самое Лиза везде. У меня к нему было всегда классически плохое отношение. Он человек, который меня раздражает, выводы его все какие-то девиантные всегда, да, ну такой он персонаж, да, эпатирующий, то в этом смысле на меня эта информационная атака не повлияла никак, кроме того, что чаще стали его упоминать. Но еще никак не могу выбросить из головы вот эту его характеристику последних событий, да, это то, что он сам, ну вроде это не нейросеть, он реально просил дебатов с Любарским, вы знаете, тоже мое отношение к Любарскому никакое, но тем не менее он сам просил, заставлял его приехать, и как я понял, сам потом слился. Я бы понял, если бы этот Любарский, да, приехал сам и требовал бы дебатов, но ему их никто не обещал, и Портников бы не согласился. Я бы тогда это понял, но когда ты сам требуешь, а потом сливаешься, я не знаю, по-моему, это вообще какое-то самое дно, да, ну ты если не собираешься, то не требуй, бы выглядит совсем, ну тоже дополняет сильно его портрет суммарно. В общем, Виталий Портников пишет, огромная просто простыня, она даже не вся влезла на скриншот, но тем не менее. Это про урывок, где типа демократическая страна это уже не феодализм. А чем отличается? Тем, что теперь феодалы, ну он там не так выражается, но тем не менее, превратились в администраторов, да, в административное управление, ну а вы типа быдло воюете. Ну понятно, разница только в том, что заставить смогли воевать. Но тем не менее, да, ну в смысле, если в его продовжать логіки вот этой развития обществ. Це уривок з тієї частини мого минулого інтерв'ю, это тот уривок, где он рассказывает, как я уже сказал, да, что демократия это где каждый теперь воюет за страну, а не только феодалы. Да. Це уривок з тієї частини мого минулорічного інтерв'ю з Наталією Балюк, яке зараз використовується московською і проросійською агентурою в нашій країні для мого цькування. Кожний, хто його прослухає, переконається, що в ньому не було і тіні бажання. Ви знаєте, така огромна паста, що я боюсь не потеряться. Надо, знаете, как для чтения Талмуда, Торы, такая палочка, где на конце типа указательный палец и рука, щоб вести по тексту цей Талмуд. Ну тогда, кожний, хто його прослухає, переконається, що в ньому не було і тіні бажання перекласти відповідальність за війну на частину населення. Ну да, там такого не було, дійсно, там була другая хуйня, така ж противна. Навпаки, наголошувалося, що у війні в демократичній державі кожен має бути поруч з іншим. Цими словами ці міркування і завершились. Не менш дивує бажання приписати мені якийсь захист вигаданої аристократії, яка нібито не має воювати. У цьому уривку я чітко кажу, що звичайні прості люди почали захищати свої країни після того, як відправили всю аристократію на гильотину. Интересно узнать, чем отличается там какой-то высший чин национальной полиции Украины от феодала средневекового, реально. Ну ладно, да, бо це да, на гільйотину. Я впевнений, що в іншій країні, я впевнений, що в іншій країні, бо це демократична, а не середньовічна країна, ніякої аристократії немає і не може бути. А якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобов'язань корупційним шляхом, має відповідати. І немає ніякого значення, син це депутата чи робітника. Да, по верстатах робітничих, ну в общем, да. І немає ніякого значення, син це депутата чи робітника. Україна у всіх одна. Я знаю дітей депутатів, які воюють, і знаю дітей далеких від влади людей, які втікли з країни. І ви всі також знаєте. Відповідь на питання, для чого відбуваються всі ці інформаційні маніпуляції, для чого відшукуються і викидаються фрази з моїх давніх розмов, для мене також є очевидною. Таким чином створюється розбрат у суспільстві, недовіра до людей, які намагаються правдиво говорити із суспільством, царює зневіра.
Ненависть и роспач. Да ты, Андон, сам для этого сделал столько, блядь, чтобы такое общество стало. Что ты, блядь, за свою жизнь вообще объединительного чего-то, да, сказал? Пиздец. Ну ладно. Чого-то людського, що ти сказав. А все це платформа для капітуляції, до якої поступово готує нас Росія, та її знову оптимістично налаштована агентура. Ну і в моєму власному випадку мова йде, ну понятно, всі, хто проти Портнякова, агенти Кремля, вроді вивод простой. Ну і в моєму власному випадку мова йде про підготовку до звичайного вбивства, як це було з Іриною Фаріон. Тобто спочатку атмосфера ненависті, погрози, это он описує зараз, типа, діяльність Фаріон, як я розумію. Випадкова людина, нерви якої не витримали. Все знайомо. Фірмовий почерк ФСБ. Але це хорошо, що він себе поставив в один ряд з Іриною Фаріон. Все знайомо. Фірмовий почерк ФСБ. Але це не... так пишуть, будто вмер. Але це не привід припиняти роботу. Блядь. І не привід переставати говорити людям правду. Навіть якщо смак цієї правди не буде солодким. Ще й дуже довго. Какой диссидент, боже, як він страдає за наші гріхи. Зрештою, це ще й приклад. Не буде мене, будуть говорити правду інші. За мною мільйони. Один крикнет «Зик», как силен. Правду говорят, что пророки всегда гонимы в своих городах. Какой же ебанат, с ума сойти. Ну, в общем, познаю потихоньку Портнякова через его же мысли. В общем, вот так, друзья, новини закінчилися, читаю ваш чат. Зачитаю якусь рандомну мислішку свого блокнота. Ну, весь блокнот, это такие новости, як я вам зачитываю, и все. Просто очень сокращенно. У мене в КПІ була вчителька української історії, яка розповідала, що Римська імперія захопила території на схід рівно по границі України та Росії, бо Україна в очах римлян це була ще Європа, а Росія це вже дикуни і бані. У них одна крепость була, да, на Чорному морі, ну, на території України, як я розумію. Ну, це якщо серйозно. Другорядний, але профіт Ізраїлю. Операція з пейджерами увійде в історію. Ну да, но я всегда говорю о том, что, согласитесь, такие операции мы бы могли прокручивать, думаю, да, Украина. Если бы, ну, конечно, наверное, не стоит ставить там наши, хотя даже не знаю, ну, в общем, без оценок здесь этим разведкам, но все-таки, когда за тобой стоит такая страна, то есть понятно, что такую операцию по перехвату груза, по всему такому, ну, невозможно провернуть без США, без их покровительства, если не участия в этой операции. Если бы и за нами так стояла США, то, думаю, мы бы и не такие операции прокручивали. Но, безусловно, это не преуменьшает ее крутизну, операцию с пейджерами, в смысле, да. Ну от розділ в тайних пунктах, да. Підтримка фембоїв, наприклад. Согласен с букмекерской конторой, которая дает 35% на конец войны в ближайшие 3 месяца. Дай свой процент. Ну, мой процент основывается на моих анализах, да, которые я сдал. На моем анализе, а он мне говорит 0%, ну, не могу я подобрать аргументы, что стороны имеют вообще шанс на примирение, ну, особенно в ближайшие 3 месяца, да. Ну, сверим потом часы. Я так сказал, я, друзья, когда переслушиваю вот, я так часто оговариваюсь, ну, наверное, это из-за хуевого сна или просто из-за вавы в голове. Ну, вроде еще не дошел до такой бессвязности, как у Светова, бы я иногда его включаю. Ну, блин, да это минус, конечно, но не получается. Я стараюсь сильно, но не получается. Я там иногда путаю конкретно фамилии, путаю, что я хотел сказать, и оно прям смысл теряет мысль очень сильно. Мент дуреет від декриміналізації прикормки. Ну, те, що Нацполіції треба цілий відділ скорочувати і переводити в людь. Да, Вагинского. Министр проти розпусти. Так полиция вообще как-то вообще может что поддерживать и не поддерживать, если это исполнено. Но она делится мнением, да. Мусорацы, да, засуджуємо таку дискримінацію поліцейських, это тоже работа. Полиция и моральные ценности. Будь порно, сипсо снимать, чтобы украинцев завербовать. Всем отделам онліфанщиц скинулись на спіч. За неповнолітніх вони раптом почали хвилюватись. Ну да, это при том, что же в Украине это все есть, да, и много других проблем с этим связанных, которые я описывал, связанные в том числе и с торговлей людьми. В Україні з моменту незалежності і більший рівень тіньової економіки. Ти подивишся на усі економічні показники України, це жопа на рівні африканських країн. Фактично не все таки хуйово, але наскільки? Ну да, это факт, что в плане по цифрам очень хуйово, а так то там конкурентоспособно с какими-то регионами венгерскими, да, там условно. Ну, в общем, это тяжело сравнивать. Но я согласен с твоим утверждением. И много раз его тоже проговаривал. Наконец-то вебкам после универа будет по программе обмена, да. Причем тут неполнолетние? Я тоже, когда это читал, вспоминал вот это нажать кнопку «Мне есть 18», да. Но я просто не пойму вот этого перекладывания куда-то. То есть как там вообще с этим связаны дети и легализация этого, как она связана с детьми, если это уже есть, да. В Украине есть к этому доступ. И главное, это все должны регулировать родители, да.
Ну, реально, что тут должно помочь? Интернет по паспорту или доступ к компьютеру по паспорту? Наверное, доступ к компьютеру, щоб надо було ID-карту і обновлені дані із резерва плюс показывать на вебку данные из резерва плюс, а ID-карту вставлять в компьютер. Там должен быть ID-карта приемник. Проводять ли рейди на вебкамщиц з посилом, чому не державну? Я думаю, що вебкамщицы патриоты в большинстве своем. Опять-таки, нужно ли говорить, да, если логику эту пытаться сопоставить, что детское, да, производство ЦП, да, с производством порнографии не связано. То, как было незаконно, так и останется. Как оно ему усложнит работу, я не знаю. Смокчі піструна. Да, він каже, феодали бували на гільотині, а сучасні високі чини не будуть прийнятні, норми покарання змінились. Ну да, сейчас там ответственность попроще, можно воровать. Ну, недавно видел кадры, где вот та народный депутат, которая выбрасывала от «Слуги народа», народный депутат, вы помните, наверное, я забыл, как звать, которая выбрасывала бабки за забор, когда к ней пришли с обыском, выступает с трибуны Верховной Рады, какую-то толкает плановую речь. Нормально. А чего не с Бузиною себя порівняв? Вот это был бы номер, да. Один из самых смешных выпусков. Красный сижу от смеха. Я тоже, когда пересматриваю воды, смеюсь сам с себя. Но эта шутка про судебную реформу, кстати, очень старая. Еще как только он приехал, я ее помню. Так что честно скажу, что даже не то, что я ее автор. Да, що буде? Я удивлен, что никто ее не вспоминает снова, кроме меня. Чего я положняк по нахрюкам с Кулеба и Ленд-Лизом, зрадоебские спикеры там беснуются. Да эту же тему мы давно прошли. Люди сильно много, мне кажется, внимания обращают на такие мелочи юридические, ну, как бы это ни звучало. А в тебе діти є, будуть, поймеш. Так что тут понять? Как говорится, хай лучше дома за компьютером, чем неизвестно где, с кем в подворотні, правильно? Так у чому проблема, що дівчата-стрімери заробляють? Принаймні на заводі чи не в полі гнуть спини. Ну, а сейчас они зарабатывают, и им приходится делиться, да? А так они будут зарабатывать, и им не надо будет делиться. Я думаю, это очень важный фактор, который подстегивал разных таких работниц из таких сфер уезжать из Украины. Вот тут ты находишься в риске, а у тебя есть бабки, которые ты могла тратить в Украине. А тебе приходится уезжать за границу, потому что ты боишься, тебе тут есть чего бояться. Нужно закон, который заставит родителей следить за контентом, который смотрят их дети, и давать отчеты в 3 формах. Делать анализ контента и влияние по определенным формулам. Я согласен. Я думаю, что порнуха намного меньше урона детям нанесет, чем, блядь, бесконечный просмотр ТикТока. До речі, цікаво, ті поліціянти, які збирають пасивний дохід з дівчат, вони з нею фліртують чи то лише бізнес? Я думаю, фліртують, видиш, мотивація пойти в киберпол. Не, так тут дело даже не в обложении и не обложении, а в том, запрещено или не запрещено, бо ты типа даже не то, что обложения боишься, ты боишься того, что... И они же там отчитываются, что у них охуенное количество открыто дел по статьям о производстве и распространении порнухи. То есть им хватает совести гордиться этими достижениями охуенными. Я просто к чему, что они реально боятся ответственности перед законом, да, серьезной вполне. Непропорциональной определенно. Зачем им это, если можно уехать и кайфовать, будь у тебя нормальный доход? В этом смысле, я думаю, они не против были бы там платить налог. Але там теж треба гнути спину, да. Там просто у них была такая типа загадка дыры, да, такая сложность была, что один министр отчитывается или, ну не помню кто, нет, не министр, отчитывается глава налогового комитета Гетьманцев, отчитывается, что мы собрали вот такенный налог с OnlyFans. Другая новость, министр внутренних дел отчитывается, что мы открыли столько-то проваджень, связанных с распространением или производством порнухи. Ну, потрясающе, не? Уже обеими руками гребут бабки, да. Надо переложить ответственность на порносайты. Все ролики, которые посмотрели школьники, удалять в течение 3 дней. Да, хорошая идея. Представь, сколько бабок можно заработать на штрафовании порнхаба, да? Там вообще казна в 3 раза увеличится, золотовалютные запасы вырастут в 10 раз. Но как я понимаю, да, что они не создают закон, которым бы урегулировали налогообложение этого всего, льготы, там, социальную защиту таких работниц. Просто хотя бы их не будут за это судить, пропадет ответственность за это. Струмочок, да, несеться струмочок, потічок. А що таке золотий потік, знаєш, сок є польський, з війною появився. Золотий потік. Ну и золотой потик, естественно, с мочой ассоциируется у любого нормального человека. И поляки назвали сок золотый потик. Так Дэвид Линч и умер по западным меркам-то не особо долгожитель. Ну и вот всегда, да, это знаешь, это та тема, как вот это с наркоманами. Ну все время они говорят, да, что
А тот-то там, условно, Илон Маск тоже любит шмальнуть так хорошенько крымского ганджубаса, да? Ну ты же не Илон Маск нихуя. Ты бомжара какая-то провинциальная, у тебя нихуя нет. А ты кожен день куришь, блядь, не просыхая. Так и здесь, да? Я же не Дэвид Линч, правильно? І не Черчилль, і не... Да, я читав про этот фімоз легких, ну буває. Я, до речі, згорів з концерту, який зірки проведуть, щоб зібрати гроші на будинки іншим мільйонерам, ну а чо ні? Ти бачив, як Залужний почав гарно виглядати. Переживав, щоб не направили його на повторне ВЛК. Та да, переживаю очень сильно. Но выглядит это супер смешно. Я видел Ермак с Залужным, где Залужный одет как дипломат в костюм, а Ермак в эти спортивки. Это очень смешно выглядит. Я думаю, что все эти голливудские звезды, наверное, столько бабок пожертвовали меценатски, что могут себе позволить когда-то на что собрать где-то. Ну, надо сказать, что там районы не только же голливудских звезд сгорели, да. Сгорели и районы таких людей попроще. Я видел, на них тоже собирают деньги, причем не очень активно. На момент, когда я проверял, ну, там такой был список. Экселевская таблица, да. Там какие-то жалкие суммы были. Типа экселевская таблица, и там семьи, у которых сгорели дома, то там что-то по $300 было. Понятно, что. Понятно. Чому Залужний не прийшов в костюмі Adidas? Таким чином він виглядає в виграшному становищі, ніж потужність шпортняках. Це загадочний вопрос. Просчет получился. Ермак там смешно выглядит. Ну, не кури, займись политикой. А то вообще сразу дуба врежешь на зоне. Как по мне, Трамп закончил войну унылым договорняком, так Хамас уничтожен, не уничтожен и будет нанимать больше людей и т.д. Если риск то, что война с РФ закончится так же. Конечно. Добрый вечер, Денис, хорошего стрима. Спасибо большое. Недавно прочитал новость, что бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвинила украинских антикоррупционеров в том, что Запад дает Украине мало оружия и помощи в целом. Так вот, захотелось узнать, как ты к ней относишься и как оцениваешь ее работу в Министерстве здравоохранения. Оцениваю никак, не пойму, почему ее назначили таким, знаешь, символом вот такого западного влияния в Украине и носителя таких ценностей. Неоправданно, мне кажется. Больше нечего сказать. Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Сьогодні буде аналіз результатів війни у Газі. Ну, наверное, буде, но вы же знаете. Я старый сионист. Или это по-другому называется. Мотивация. Супрун лучшая. Вот у Русу сняли ХФ-фильм, Буча называется, «Свидетель». Да, там что-то про музыканта. Ну, кал какой-то, как понятно, что кала. Это не провокация или поёб был. Мне правда, не, я понял, я просто курил, не хотел отвечать. Да мне нечего особо сказать. Странная риторика, что интересно, она просто как обвинила антикоррупционеров, типа, что они плохо работают, да? Что они системные стали шибко. Ну так реальность такая. Стойки оформляют подписку первого уровня, пользователь подписан 19 месяцев. Да, реальность такая, что им сейчас тяжело. Ну, в реалиях України тяжело сейчас, блядь, чем-то заниматься. Мені якось довелося поспілкуватися з членкинею команди Супрунят, випускницею Kyiv School of Economic, или как-то так, Kyiv School Economic, яка розказувала мені про те, яка охуєнна реформа буде. Ну, тут, блядь, так як є, непогано. Так як є, жить можна. І це про медицину українську. Колись давно вчився в медичному, Супрун вела американські тести. Колись давно вчився в медичному, Супрун вела американські тести. Казалось би, все хорошо, але їх не адаптували, і тупо перевели на українську. І там була куча помилок. Використовувались суто американські терміни. Ну, деканату було піху, їбались з цим всім, поки її не кікнули. Ну, може таке бути. Я ж говорю, статус у нього став такий, як у Троцького, блядь. Сьогодні сидів, дивився новини і задумався, там же повний піздець по всім фронтам, не тільки наші новини. Невже це все справді так прорефлексував про своє становище і становище знайомих і викупив, що у всіх все більш і менш з'являється бажання повністю відсторонитись від новин і всього цього нашого то треба. Ну, розумієш, оце дуже цікава вообще думка, ти знаєш, Копінгор. Почему цікаво? Потому что я вот никогда не разделял такого, ну как-то не понимал, не чувствовал его реально, ну потому что, может, ограниченный кругозор, такого взгляда на историографию, что типа одни из лучших времен в истории людей, ну если это можно описать, тогда это ну, довольно субъективная оценка, но восприятие людьми мира одно из лучших времен в этом смысле это межвоенный интербеллум, да, между Первой и Второй мировой войной. Я вот как-то всегда к этому относился прохладно, потому что в моей голове вот такого политолога, да, мейнстримной науки сейчас, да, ну, все выглядело так, что, ну, есть какие-то, по-моему, вполне объективные законы медийного рынка, да. Надо мясо, насилие, секс,
драма серьезная, да, это хлеб новостной, да. Так и поэтому и выглядит информационное поле, потому что если писать о хорошем, это не особо интересно. Оно как бы автоматически подталкивает новости к какому-то градусу драматизма, да. Ты включаешь ТСН, которая существует в серьезных таких тяжелых условиях украинских, да. Но тем не менее, что ты видишь? Вот я на днях попадается рекомендация. Огромними буквами клікбейтний заголовок: ТЦК викрало чоловіка, в якого залишились в квартирі закриті коти, які вмирали з голоду. Ну, типа, уровень драматизма очень высокий. Новость, конечно, пиздецовая, украинская, но я к чему, что медиа всегда поддерживают такое, потому что это людей интересует. Вот, я думал, что эти законы, ну, всегда применимы, но вот когда начал читать архив Нью-Йорк Таймс, с условно 17 года по 45 год, все, где упоминается слово Гренландия, ну мне интересно было, то понял, что действительно тогда совершенно иначе выглядело восприятие людьми мира, в том смысле, что именно надежды на будущее мира и понимание, скажем так, взгляд на Первую мировую войну как последнюю войну мировую, да, если не последнюю вообще войну. И в этом смысле драматизм нагонялся за счет совершенно других событий, да. Вот. Это как если бы сейчас главным и самым драматическим событием, к которому прикован взгляд человечества, был бы пуск вот этой ракеты Илона Маска. Это просто как-то поддержать твою мысль, да, но если по сути отвечать, то вполне логично, что людей переполняется, не знаю, буфер, да, восприятия всех этих новостей. Сейчас их много, они со всех щелей разные, и все сильно воздействуют на твои эмоции. Поэтому вполне естественное желание от этого абстрагироваться и полезное. И полезное. А пиздец, не пиздец, это уже вопрос оценок, да. Вопрос оценок наших и возможностей. Ну, то есть кому-то действительно пиздец. Типа их риторика создает видимость у западных партнеров, что в Украине одна коррупция, и поэтому... И реально у нее такой подход, что типа не нужно говорить о коррупции, а то не дадут денег. Ну, пиздец. Не могу разделять такой подход. Типа их риторика создает видимость у западных партнеров, что в Украине одна коррупция, и поэтому не нужно ей помогать. То есть, по ее мнению, говорить о коррупции во время войны не нужно. Ну, туповатое мнение. 200 гривен. Дякую за 200 гривен. Туповатое мнение, но я понимаю, чем оно вызвано. Все-таки она и лояльна одной из политических сил. А вопрос коррупции в Украине, в американской среде, это, скажем так, риторика и конек другой конкурирующей с ней, да, политической силы, республиканской. Я думаю, в этом ключ ко всему, к ее позиции. Пристрімлер бачив помиї Мураєва? Ні. Встиг подивитись 20 хвилин. За цей хронометраж декілька було цікавих моментів. А що там, розкажи поподробнее, бо я смотреть не буду, но в твоем пересказе могу узнать. Люди сиськи и халяву тоже любят. Если сиськи цензурятся законом и порицаются обществом, все меньше. То кликбейт, наверное, Unreal запретить, так чтобы не звучало как тоталитарщина. Но вот если подрубить нейронку, как хотят на ютубе, то было бы ЗБС. Да было бы хуёво. Я как раз сегодня об этом думал, пока курил. Что, блин, ну вот реально, конечно, этому сопротивляться невозможно, но, наверное, возможность обработки большого количества огромного объема данных, да, в большом количестве огромного объема данных, дешевая беспроблемная обработка автоматическая, ну, наверное, серьезно повлияет на качество цензуры, на ее эффективность, в том числе и таких мелочах, как там, например, курение, да, и какие-то связанные с этим ограничения. Ну, да. Я вообще это к чему вел, что как-то, ну, на хорошее это слабо похоже. А я, да, я не говорю запретить кликбейт, я просто говорю о том, что несмотря на все «но», да, то есть они понимают, что, наверное, ну, немного это как-то не круто, не круто, да. Не самая патриотичная позиция получается, если так выпячивать работу ТЦК, да, и так акцентировать все на одном случае. Но это опять-таки с их глаз, да. Но они это делают, потому что так это посмотрит больше людей, да. Кризис Збройных сил Украины еще не означает, что Збройные силы Российской Федерации в шоколапе. Это такая обратная форма анекдотов про обстрел Баку армянами. У нас прошли прогревы про вторую волну раздачи мобильников. Ніхуя не понял, но согласен. Привіт, коротше, підвозив місяць тому другана в Аксімед до невролога. Каже, не можу пошевелити великим пальцем на нозі. Той виписав якісь табли і сказав, що будеш крутити далі, не тільки палець відмовить. Коротше, підлікувався і більше не курить. Да, я вірю. Ну, я не говорю, що куріння полезне, а куріння вредне.
Было бы круто, чтобы у человека был выбор. Нажал кнопку и кликбейта нет. У них и так в соцсетях есть режим без шок-контента. Они просто, а что такое кликбейт? Да, это, ну, сильно размытое понятие, чтобы в кнопку его вписать. То есть без шокирующих тем, ну да, действительно, и сейчас такое есть. Но просто вот какого-то драматизма, да, вот эмоциональных качель, ну их отфильтровать невозможно. Я уже молчу о том, что есть платформы, которые никогда на это, ну, ближайшие там десятилетия не пойдут, да, и я понимаю, что, ну, реально основным источником информации для украинцев, но это и подтверждается опросами, да, ну и главное, я это очень четко чувствую на личном опыте, да. Основным источником информации для украинцев есть все-таки телеграм-каналы, как ни крути. И я уже много раз описывал, как я это вижу, почему это так, да, и почему за этим будущее. Потому что ты берешь телефон, всегда утром ты открываешь телеграм, посмотреть, кто тебе написал, не написал, и, конечно, всегда стыкаешься с новостями. Ну, то есть вещи очень круто связаны. Лучше было бы только, если бы новости как-то сразу в телефоне появлялись, как только ты его разблокируешь. Да вот, там я такое вообще не представляю. Как там одно от другого отфільтрувати, непонятно. Думаю, це перебільшення, що західні партнери цікавляться корупційними срачами в наших медіа. Вони використовують факти в цій тематиці, на які статті Укрнефтплавать. Да я постоянно об этом говорю, что это точно не ключевой, не первый, не второй, не третий фактор, влияющий на поддержку Украины. И если они возьмут курс на уменьшение поддержки почему-то, да, там, по каким-то своим объективным причинам, то аргументацию они подберут, да, и там, ну, даже если бы это и предположить, что коррупции не было бы, да, но это невозможно, и, ну, нереально по множеству факторов, да, то они бы, ну, нашли другой аргумент, нацисты зигуют, да, ну, какой-то бы нашли другой повод. Вопрос только целей, да. При этом, если хотят поддерживать, то они, и много раз я об этом говорил, и не такие режимы поддерживали, где коррупция была довольно безобидной еще вещью. Хотя тоже нельзя сказать, что это сильно нам помогает. Да, наличие коррупции и ее присутствие в информационном просторе. Просто пиздец. Эту тему мы повторяем реально с периодичностью раз в неделю одно и то же проговаривать приходится. Это обсуждение мема «Карась дуреет с этой прикормки» так далеко зашло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я диспетчер. Добрый вечер. Да Карась дуреет, тупорылейший мем, реально, ну, блядь. Не мы вибираємо меми, а меми вибирають нас, це очевидно. Що я сьогодні робив? Диви. За 20 хвилин можна виділити таке. Один Мураєв каже, що він один з постраждалих режиму Боби, і він явно у тренді останніх політновин в Україні. На Батьківщині краще, ніж в еміграції. 3. Китай топ, бо безпечний і 700 мільйонів відеокамер. Захід гівно, бо не щирий. Якщо ви були лояльними до мене, Мураєва, то я завжди вам допоможу. 5. Буду робити новий проект в Україні. 6. Хвалив Азарова, тому ідеологія у нього не змінилася. Мне это интересно все, но только где он это будет делать и кто его сюда пустит, и что вообще. Что просто, да? А вы помните, был такой народный депутат Евген Шевченко когда-то? У него контакты с Трампом есть. Євген Карась дуріє з прикормки від адміністрації президента, офісу президента, львівський Шрек. Ну, як так паліться можна? Такого начала войны с Ираном я не прогнозировал. А пам'ятаєте, був такий Маркус? О, кстати, да, был Маркус, так я и не досмотрел его фильмы і серіали. Думав записати відео чи зробити компіляцію зі стрімів, що твоїх думок на тему мови в Україні. Мені подобається зважність твоїх аргументів та тез. Ми би на Ютубі теж аудиторію могло б привабити. Ого, блядь, я столько раз об этом говорил, что я просто не знаю, где это найти. Ну, то есть, если бы знал, то, может, и неплохая идея, ты знаешь. Но просто об этом столько раз говорили, и в таких разных местах мне что, все переслушать? Я аж ёбнусь, я все не смогу переслушать. Это пиздец. Если бы, конечно, оно все было выделено, то... Ну, можно попробовать по тегу мова шукать. Ну, в смысле, не тегу, да, в названии, чтобы содержалась мова, да. Ну, вот я помню, один из последних разов, может, буквально прошлый стрим, мы обсуждали мову, но я нигде об этом не написал. А может и не последний, может позапоследний, позапрошлый. Ну, в общем, а сколько таких стримов могло быть? Ну, в общем, вот в этом есть сложность, пацаны. Интересно, если заставить какой-то нейросеть искать, есть ли там это или нет. Может, это бы ускорило процесс, и возможно ли это? Я тут еще знаток. Корешкиношник говорил, что у него дальний родственник был в США на одной из ходок Трампа в 2020 году. Так там
Даже стаканчик из такого материала, что если повредится, то полностью рассыпется без осколков. Ого. Половые контакты с Трампом мог бы 100 баксов, 100к баксов выбить. Половые контакты с Трампом. Ну, за это его и посадили, он еще и повесится в тюрьме, да? По закону жанра. Да, зроби компіляцію. Потім будеш робити дзвінки адвокату за неповагу до мови. Ну що ж тут зробиш? Така це діяльність. Никуда, блядь, не деться от этого копиум-борд. Что ж, блядь, теперь? Если просто так подходить и идти в такую сторону минимизации рисков и риски, да, то тогда пиздец нахуй. Что тогда делать, блядь? Тогда вообще нехуй делать просто. Давай українську відос про російську, чому ти не переходиш. Ну це ж бред какой-то, понял? Ну і відос, чому ти не переходиш, это какая-то идиотия. Ответ один, не хочу, блядь. О чем тут снимать видос? А в общем, не, ну мне больше нравится то, де не надо щось робить, понял? Не надо ничего снимать. Где типа взял, нарезал из уже готового. Вот это было бы круто. Бо это уменьшает затраты сильно сил. Но я шо ж, блядь, зроблю? Тарас переход. Лучше подумать над текстом и сделать видео. Блядь, ну это сразу... Это сразу нахуй. То есть, во-первых, не хочу делать видео на тему мовы, бо не считаю, что... Ну, не знаю, насколько это близко, далеко вообще от вопросов политики, как бы это дико не звучало. Все-таки это більше якась культурна площина. Ну и вы знаете, этот фронт мовный мне не нравился никогда, и есть много других тем, более важных, более прикольных. Идея хорошая, реально, смонтировать из того, что было. Я его собрала из того, что было, но... Де ж його, блядь, знайдеш тепер? Трамп скасує ТЦК, пишуть в чаті на Ютубі. От ви скажете, що Любарський класний, але він чомусь не розуміє, що корупція в Україні не першочергова причина такої капельної допомоги. Ми не скажемо, я ніяк не отношусь к Любарському. Треба знати, хто Любарському платить, щоб зрозуміти, що він так говорить. Ну да, это еще и надо понимать, что, опять-таки, тут вопрос каких-то их идей, да, политических лагерей в США. То есть у кого-то коррупция это там важный аспект, а для кого-то не упоминается совершенно. Та Любарський притом ні речі говорить, але дід такий крінжовий, його ютуб буквально як може тягне на рівні знаки з поправкою на аудиторію. Але в кожному відео він розповідає, як його демократи обмежують. Ну да, мне тоже скидывали видео, из которого я запомнил, может об этом и было видео, что в Украине все захватили демократы и не дают транслировать ему его там куда-то, не зовут на канал и еще что-то. Бадбо 3 или Бадбо Л спрашивает, что скажешь про закон об обновлении данных ВЛК ограниченно пригодных? Живу за границей и понимаю, что мне прилетит штраф просто так. Ну так, и ты его, блядь, не плати, в чем проблема, нахуй тебе оно нужно? Скажу, что закон хуёвый, потому что у меня много знакомых, каких-то этих ограниченных, да, неполноценных, то они сейчас столкнулись с проблемой. Ну, вроде честные люди, все время честно делали, а тут их в такие временные рамки поставили, да, ну и вы сами понимаете. То они переживают, потому что у них есть шансы оказаться вне закона, попасть на деньги, и нет возможности не платить этот штраф, то есть заставят потом платить, потому что он не за кордоном, да. А был би я за границею, я б хуй забив, де все. Що скажеш про закон об обновленні... ну да. Ну мову, як і релігію, завжди використовували для політичних ігор, тим паче в Україні. Не, ну це понятно, да. Просто считаю, что, ну, сами эти споры вредят вообще всей жизни в стране, да. И переспорить-то не выйдет никого. Тут уже при своем все останутся. Но речь изначально, идея просто была скомпилировать то, что было уже, то, что говорили. До речі, у вас буває, що в РЛ ви інтуїтивно переходите на українську з незнайомцями. І я чомусь не пишу, лол, я ж наче писав Рос. Ну я теж все время і переходив, і переходжу. Ну не знаю, насколько это уже полезно. Что думаешь насчет того, что все студенты мужского рода с сентября 2025 года должны будут проходить базовую військовую подготовку в виде 300 академчасов, введенных в учебные программы. При этом после окончания базовой військовой подготовки обязаны будут дать присягу за отказ от отчисления. Да, отчисления, очевидно. Закон был принят еще летом прошлого года, но... Ну да, не ты выбираешь присягу, а присягу выбирает тебя. Закон был принят еще летом прошлого года, но прогон новостей по сеточке канала уровня Лачена на ВНЧ решили сделать именно сегодня. Сама постанова на эту тему. Не, я помню, мы обсуждали, как этот закон вводили. А прогон, видимо, сделали, потому что либо его подписали, либо он сейчас вступает в силу. То есть не просто так был какой-то повод. Ну а как я к этому отношусь? Да никак, наверное. Я не знаю, что мне сказать по этому поводу.
Не знаю, как это будет выглядеть. То есть там сборы вроде будут проводиться, что такое. Ну, то есть серьезно, не так, как был раньше захист вітчизни. То есть, ну, решит ли это проблемы Украины? Не решит. Вредно это или полезно? Не знаю, мне сложно оценить. Ну, то есть какие-то аргументы подбирать за, против можно довольно долго. Так что думаешь? Да нихуя не думаю, честно говоря. Слава богу, уже не студент. А вот был бы студентом, не знаю. То есть и хуй забить не выйдет. Вот это уже тяжелый случай. А тоже участвовать в таком как-то желания большого нет. Интересно тоже, как на эту військову підготовку будут распространяться какие-то религиозные ограничения. Там, я штунда, мне нельзя там, блядь, автомат, например, и присягу, или еще что. Цікаво, чому саме зараз Мураєв виліз після 3 років повної тиші? Ну, то типа вибори скоро, да, і це цікаво, оскільки він розраховує на новий політичний проект. Ну, он говорить, да, що розраховує, це блеф. Ну, да, то має прихильників. Звідси виникає, скільки їх, так, вони після 3 останніх років війни могли зберегти русняву білі сині полі. Спокійно, я думаю, їх только они стали, ну, не больше, да, но, может, более озлобленнее. То он понимает, на что он рассчитывает. Ну, а сколько их, я не знаю. Но то, что они есть, это точно, в этом можно не сомневаться. У тебя какая-то какашка к объективу прилипла, чувак, это я. У меня битый пиксель в самом центре экрана, думал монитору пизда. Ну это битый пиксель, просто битый пиксель, чувак. Ну я ж не мільярдер, задонать на нову камеру не буде битого пікселя. Особисто я у повсякденному житті спілкуюся російською. На стрімі пишу українською лише тому, що мені подобається, як стрімлер українською читає. Охуєнно, Buffalo Bill. Буду читати на русском тепер. Твої сообщення. Кум з СБ каже, буде нова партія. Мураєв, Арестович, Єлісєєв, агент ГУР Шевченко. Эта вся партия в тюрьме будет, да? Їбать, Мураєв став підсосом великого стержня Сі. Сука, чому не я? Я хочу бути провідником інтересів КНР в Україні, куди писати. Ну, за это стаття в Україні. Вот один только минус, да, что автоперевод плохо понимает украинскую мову. Вообще не понимает, честно говоря. Нет такого тупо языка. Это единственный минус, да, что если я потом автоматически перевожу на английскую, то там какофонія виходить, там, де я розмовляю на українській. Стрімер жорстко аб'юзить YouTube. А що це значить? Я не аб'южу YouTube, я нічого не роблю. Ну, судячи по тому, що у нас заборонений експорт зброї, причому Україна не може викупити і третину потужностей, але в той же час всіма темпами купуємо в західних країн, тим самим вбиваючи наш ВПК. Да, я думаю, что судьба нашего ВПК в условиях войны, ну, наверное, перспектив там ярких нет особо. Любую такую перспективу может перечеркнуть ракета, да, и это, конечно, убивает надежды на какие-то инвестиции сюда и так далее. Ну и вообще мы не славились инвестиционной привлекательностью никогда. То думка, а тут еще и такие риски. То думка про те, что у нас, ну и ты вот это слушаешь постоянно опять-таки, я не знаю, но эту историю миллиард раз слышали от Сельджука Байрактара про то, как он пытался построить завод, а с него там требуют откаты на проведение электроэнергии, ну за каждый пердеж, как в Украине положено. То думка про те, що у нас всі на підсосі політичному, така шизова. Ні, думка не шизова, конечно. Ми на захисті вітчизни по дорозі на стрільбище нахуярились в автобусі. От мене убивають люди, у яких було стрільбище на захисті вітчизни. От реально є такі люди, і хтось із них там отстріляв більше, ніж люди за все время служби в армії отстріляли. У нас стрільбища не було реального. Ну, з воздушки стріляли в підвалі. Все, що треба від цієї військової підготовки, це щоб склав присягу і можна було тягати колишніх студіюватих по судам. Така обов'язательна присяга, щоб тягати по судам. Я не переоценював би этот акт присяги в плані його юридичної сили. А також підняти вплив воєнкоматів на суспільство. Ну да. Що, які релігійні обмеження? У нас така єбала, що ти ще маєш довести, що використання зброї суперечить твоїм моральним принципам. Якась розумна людина це придумала. Ну, я думаю, так везде, да. А то, ну, представь, понятно, чего так, потому что, ну, так каждый скажет, что да, я штунда, ебал я в рот. То кто тогда будет воевать? Конечно, надо довести. Я не знаю как, это как с фиктивным браком, да, як довести, фиктивный он или нефиктивный, непонятно, да, то есть, ну, наверное, там потом, не знаю, зависит от твоего адвоката и того, насколько денег у тебя много. Это все относительно, как бы это странно ни звучало. 1,5 ярда США на ВПК дроны закинули, ж, да, это вот это что-то там рассекреченное. Только непонятно куда, да, бо они умеют так закинуть, что большинство осело там, не знаю, у производителей станков з США, наприклад, да. У мене теж було, але ми нахуярились після стрільбища, що розумніше, мабуть, їздили на полігон. Круто, я стрелял в 2003-м, из положенных 9 патронов выстрелил 3, потому что проезжал внук генерала и лупил из пулемета
Калашника, весь короб патронів очередю. Класно. У нас теж було стрільбище, але я, як і будь-яка поважна людина, відкосила і не поїхала туди. Інтересно. У нас стрільбища не було, як я вже сказав, не було. Стрільбище. Литовище. Это как я думал, что литовище это взлетная полоса, это вроде кладбище. Ну, плюс-минус как-то так. Литовище. Ну, думаю, литовище літають, видать. А вроді це кладбище. Да. Кстати, як думаєте, які тайні пункти історичного договору Англії та України? Я думаю, що ніхай не було на питання, до чого домовились, відповідь це тайна. Ну, буквально тайные, для того, чтобы можно было сказать, что тайные. Ну, наверное, какие-то информации, информационной безопасности касающиеся вещи. Но это интересно, это новый вид, типа, магического мышления. Надеюсь, мы об этом поговорим. Ну, не, литовище — це аеродром, реально. Ну, хорошо. Литовище з діалектом місце літнього перебування кого-небудь, переважно крупного рогатого скота. Сибір'язвений скотомогильник. Формально, після закінчення цього і базової військової підготовки ти даєш клятву і твої дані як готового до війни хлопчака одразу надсилають у ТСК, прописано у постанові. Це якщо упустити той факт, що через універ фактично нав'язують дохуя годин повного лайна, яке займатиме більше часу, ніж звичайне навчання. Тобто зараз вибір універ для відсрочки взагалі не працює. Після такого люди будуть ще сильніше вивозити своїх дітей куди подалі. Рішення справді потужне. Ну, не знаю, как она на обороноспособность влияет. Но касательно того, что универ как откос не хуярит, ты не прав, хуярит. Ну, в смысле, ты ж косишь пока в универе. Тебя не могут нихуя призвать, пока ты в универе. Касательно того, что ты пишешь, ты и так там, блядь, по закону кожен божий день, я не знаю, как раньше, но сейчас, наверное, за это дрочат по полной. Когда я, по крайней мере, был студентом, всем, конечно, было поебать. Ты там каждый божий год должен появляться на медкомиссию, на оновление данных. Там первый раз ты приходишь, по-моему, в 15 лет, чи в 16, чи в 17, а потом они там каждый год тебя туда гоняют. Потом еще на выдаче диплома, ну у меня так было, у тебя тоже там все должно быть качественно и количественно порядок с документами. Ты, получая диплом, там вот когда ты этот обходной лист проходишь, еще какую-то хуйню, тебя отправляют к этому, блядь. Ну, короче, кто-то там есть из армии ответственный в университете, ты к нему приходишь, и он тебя продрачивает на эти вопросы. То я к чему? Что там сильно ли поменялось? Ну да, когда ты приходишь в военкомат, то там то же самое. Ты оновливаешь данные, ты проходишь, ну так раньше было, смотри, проходишь ВЛК, тебя там заполняют личную справу эту, пытают тебя, хочешь служить, не хочешь, что ты, где живешь, кто мама, кто папа, где живут, кто были, родственники, где у тебя есть. То в этом смысле я просто не знаю, что вы так переоцениваете эту клятву и того, что вы там что-то... Вас и так, когда выпиздуют с вуза, то за вас военкомат возьмется в обязательном порядке сейчас. Зеленский зустрівся с словацкими. Да, я видел, хуйня полная. Зря он так поступил, это неправильно было. В смысле, что с оппозицией встретился. Цікаво, що раніше, щоб не служити в армії, навпаки йшли на кафедру, а тепер у них закінчив, значить до бою готовий. Ну, умные люди и раньше говорили, что вот это вы идете на военную кафедру, чтобы закосить от армии. Не очень мудрое решение, а потом могут быть серьезные проблемы. Причем еще и знаешь, самое интересное, что некоторые вообще там типа как-то для галочки числились, вообще нихуя не учились, типа там, да, то они в особо хуевом положении оказались, что они нихуя еще и не знают вдобавок из того, что там было. Військовий стіл є в кожній шаразі. Ну, ну, раньше там, типа, приспустивши рукава, приспустивши штаны, спустя рукава на все смотрели. Ну, приходишь, типа, хотя у меня тоже там какие-то неприятные были с ней разговоры, бо у меня нихуя там не было оновлено. Но мне все выдали. А сейчас, наверное, ты придешь, если у тебя что-то непорядок с документами, она скажет, знаешь что, дорогой-ка, иди-ка ты пиздуй ВЛК проходи, то проходи. Приноси там какую-то бумагу и будем тогда говорить. З'явилось якесь фото зі старим проектом Ленд-Лізу, і там не треба платити було нічого до 27-го, до 72-го року. А позиція Єрмака була, що треба платити, тому нам не підходить, а Кулеба взагалі не знав, що там така відстрочка платежу. Ну, ти правильно, Кулеба ответила, думаю, що це не ключевой был там какой-то фактор. Пацаны, что-то вы так много внимания туда, в сторону Мураева обращаете. Це уже трупак-шампур, все. Надо на чем-то другом акцентироваться, а то вообще лучше, чтобы украинские политики не проявлялось, так как будет спойлером для каких-то других оппозиционных сил. Вот и все. Огида, никчемно, аскарыда. В моем универе такое называли военный стол. Ну да, мы только что. А что?
Всі так певні, що одразу зроблять з 18. Можна ж потихеньку прогрівати з 23, потім з 21. Ну да, можна і так. Дмитро Кулеба каже, що так і буде. Твої поради ухилесам, щоб вижити. Ти знаєш, що поради ухилення від військового обов'язку це преступлення в условиях України, українського законодавства. То есть, если я вам буду советовать, то я, получается, буду совершать преступлення. Я думав, що він щось нове придумав за 3 роки мовчання, але ні, не Тамурай, в смысле, чувак, люди, которые сидели тут, нахуй, десятками лет и нихуя не смогли сделать с тем, что происходило, с чего надеяться, что они сейчас что-то придумают? Не, вы сходіть, блядь, чемно оновіть дані і не пиздите. Там вас же не мобілізують сразу. Там просто, ну, надо подивитися, що ви є, щоб держава знала, що ви є. То ви чемно оновите дані і пойдете домой, правильно? Так что вы хуйню не городите, да? А я, кстати, заметил, что ботафермы последний год жестко того Мураева вспоминали в ТикТоке, и там куча бабок в комментариях резонировали, какой же он база. Теперь понятнее, к чему Малю так прогревали. Ну, не до конца понятно. Если ты помнишь, что нам пророчили Мураева как этого самого гауляйтера, блинолопатного комиссариата Украина. Не знаю, что то было. Что-то у них какой-то страх пред Мураевым. Ну, может, я что-то не знаю. Ну, то есть я не верю, что это было реально так. Думаю, что это компания. А може я вже щось і путаю, время-то і пройшло вже дохуя. У 23-му році отримав, да, у 23-му році отримав диплом бакалавра в КПІ. То в обхідному не було нічого зв'язаного з воєнкоматом. Але на магістратуру поступав, то мені і не треба було йти в воєн. То може мені і не треба було. Так я теж поступав на магістратуру. Но то, когда я с нее выпускался, когда с бакалавриата выпускался, то меня зачем-то отправили туда, в той военный стол. И что-то там от меня требовали, что у меня не было. Я сказал, что не надо хуйни, давайте, блядь. Тогда можно было им спокойно сказать, что это все хуйня, что вы занимаетесь. Давайте без хуйни, блядь, без этой хуйни своей, мне нормально просто диплом. Без выебонов. Не компостируйте мозги своей поебучкой. Сейчас, конечно, они пупы земли, такого им уже не скажешь. Если что-то нет, то, думаю, отправят получать. Онук останнього імператора Австро-Угорщини та голова будинку Габсбургів Карл фон Габсбург назвав РФ класичною колоніальною імперією, якою керує Москва, та закликав Європу якнайшвидше, я думав, створити свою, почати розробляти сценарій її розпаду. Нормас. Мені нрав заголовок «Україна хоче справедливого міру, але не за будь-яку ціну, кислиця». Ха-ха. Да, будь-якою ціною, але безкоштовно. Типа не хотим, щоб все було класно, но не слишком. Да ти там, бля, ловиш уже такі тонкі моменти. На яку тему ви дипломну роботу писали? Ну, якась там, блядь, проблематика транзитних демократій. Ну, как дипломную? Бакалаврскую, да? И магистерскую работы. Ну, в общем, да, какая-то проблематика демократичного транзиту на пострадянському і постсоціалістичному, на постсовєтському і постсоціалістичному пространстві. Серед Габсбургів я визнаю лише Василя Вишиватника. Хорошо. Бачу, що там хочуть перейменувати міста в Криму. Ну, бачив, люди работают. Я уже видел же карту, если вы давно меня смотрите, вы знаете, что вот мы всегда на шаг впереди. Я уже видел новость про переименование топонимов в Крыму, и я вам озвучил, что названия там очень крутые, например, тот самый, да, их там город, их там воинской славы, да, Севастополь переименуют в русский военный корабль на хую. Еще там какую-то Алупку переименуют, условно говоря, в Песпатроновск. Ну, в общем, круто, но вот русский воєнний корабль на хую, по-моєму, сама вершина. Для чого взагалі ставити питання про бажання служити дітям? Адже поки настане час Х, почнеться всенародне шоу, штурмують всі. Ну, это ж все нам наследие досталось от советской армии, то там ты отвечаешь на этот вопрос в 17 лет, а в 18 лет уже тебя мобилизуют нахуй, да. То ты хорошо все знаешь, все про тебя знают, про твою мотивацию, дурачок ты чи не, уже сразу, да. Где на политическом компасе находится стример? За компас выпал, ты понял? Вы учитесь без компаса ходить, пацаны. Ориентируйтесь по звездам, по астронавігації. Не знаю, чи проговорювали тут це, але чинюгачі договорняка знають, що підписання перемир'я не обов'язково означає припинення мобілізації та відкриття кордонів. А що тут проговорювати? Це регулюється законом о воєнному положенні. І продовжувати його
Долго, по крайней мере, без войны, без активных боевых действий не выйдет. Не выйдет. Я, кстати, прифигел, сколько ботов в Укринтернете. На негативном видосе про Портнякова просто миллиард сообщений про то, как зря на порядочного человека клевещут. Это не боти, это все його леві аккаунти. Не назвати тему диплома, здається, може тільки ті, хто його за сало купляв. Не вірю, що Денис такий. Ну я б купив його за сало, якщо б можна було. Ну просто там всегда такие сложные названия. Я помню основную мысль. Ну и писал я уже, ну, по крайней мере, бакалаврскую работу очень давно, типа, блядь, реально, много лет назад. А магистерскую пару лет назад. Реально, моя память, вы знаете, я и не славлюсь, плохо держит вообще все в голове. Я фильмы забываю, все забываю. Чтобы я не забыл такую хуйню, это было бы удивительно. Узнал как-то, что есть целая команда крымской платформы. Там сидят челы с ЗП по 30к и занимаются тем, что делают в Facebook посты на 2 лайка буквально. Ну, такого у нас очень много. Улица Красного Террора, Геноцидоград, да, это очень смешно на самом деле. Місто Судак треба перейменувати в Євгену Карасьову. А Лубку перейменувати гораздо проще можна Агиднянськ. Не називати секретні Не називати секретні пункти столітнього партнерства з Великобританією можуть лише ті, хто розміняв кринчків на віллу в Лондоні. Я не вірю, що наша влада така. Я думаю, наша влада не така. Не, ну я в свое оправдание могу сказать, что я название назвал. Я не уверен, что оно точное. Ну, типа, ну суть концептуально такая. Я коли придумав назву диплому, мій науковий керівник сказав, що хуйня, давай щось довше. Ну да, там постійно вот все нагружається, типа, усложняється нарочно, да. Давай щось довше. І тупо з 2 слів в'їбав 7, тому я запам'ятав лише те, що ну от, да. Став диплом сам, але зараз хуй згадаю тему. Пам'ятаю тільки, що в декількох підрозділах таку поїбень нагнав. Не знаю, як він рецензію пройшов, та да. Какой положняк по Любарскому? Да нейтральный, никак не относимся. Ты писал эссе в универе. Ну, може, эссе писал. Эссе я мог еще писать в целом. А будемо сьогодні Якименка дивитись? Надіюсь, нет. У нас задоначено не на Якименка, по-моему, а на этого. На Кулебу. Интервью Кулебы, любое, короче, да. Человек нетрадиционной сексуальной ориентации плюс историк. И там они позвали в гости Кулебу. Кинул с нюса, так что может прям в прямом эфире ласты-то и поклею. То все там, что кто-то что-то пишет, блядь, там в школе какие-то работы, поверьте, то все хуета реально, хуета. Вот, я не знаю почему, но может это в реалиях Украины, да. Вот единицы из тех, кто что-то там писал, чего-то добились, в смысле пошли куда-то учиться на Запад. Не знаю, насколько это можно добились. Все, кого я знаю, у кого получился какой-то карьерный рост, они попали на должности, где можно грабить или что-то такое. Все учились на полный отъебись, прям максимальний отъебись. Да. Славка ще треба замовляти. Він про ядерне бомбардування України в 50-х розказував. Молодець. Богами розщеплений атом, да? Євген Дикий дрочить своїми розпусними цицьками королівських пінгвінів. В школі вірші, а то страшне, що капець. Да, в школі вірші реально учили на пам'ять. А у нас же була ще світова література, ми Пушкіна на пам'ять учили. Маяковского на память учили. Это то, что я помню. Ну как, я помню, что это было, а из стихов, естественно, только строчки помню. Сам придерживаюсь позиции, что международное право хорошо работает в некоторых сферах, таких как международная торговля, или где страны очень унылые и сильно зависят от международного сообщества. В Африке, например, работало хорошо, да, но просто кому от этого лучше, да. Но скатывается к праву сильного в вопросах суверенитета. На какой-то взгляд на этот вопрос и видишь будущее в надгосударственных образованиях в принципе. Ну, будущего не вижу, потому что проблема надгосударственных образований, что они в чьих-то интересах работают зачастую, да, в интересах того, кто может проводить эту политику, да, ее отстаивать. А отстаивать политику в плане международных отношений лучше всего, да, ну, возможно, с сильной армией. Ну, в общем, вот так. Фу, ненавижу верши учить. Стоишь как попуч перед 30 рылами, вещаешь сонным голосом. Да, вот эта вещь, да, со стихами в школе, учением их на память, может очень хорошо у ребенка, да, у человека навсегда вызвать просто какое-то отторжение от поэзии. Хотя считаю это вот высшим проявлением вообще искусства и каких-то человеческих хороших черт. Биткоин пробил 105к. В понедельник Трамп вступает в должность президента. Ввалившийся целый месяц рынок крипты на слухах о поддержке крипты от Трампа пошел вверх. С 80к достиг 105к плюс. Класс. Похуй, да? Я в школі не вчив Ушкіна не тому, що був двоечником, а тому, що був патріотом. А кто-то такое говорил в школе, у меня был такой момент. Чтобы не учить. Не помогло. Поставили все на хуевую оценку.
Так что сейчас покупать? Тебе сказали, что он пробил там что-то, блядь. А если пробил, то покупать смысла нет. Только проспонсировать Илону Маску новую какую-то хуйню, секс-робота, да, разработку. Если хотите проспонсировать Илону Маску разработку секс-робота, купите, пойдите сейчас биткоин. Не учить верши, это только школу прогуливать надо. Да нихуя, я прогуливал как мог, а ты приходишь, тебе говорят, от, ну сдай верші. Клубничка це базове право будь-якого скуфа, як і производити її. Да? Всі ці закони виключно задля вимагання грошей. Саме так, про нічних метеликів теж саме так, саме так. Не читав Толстого, бо нудно, і мені не подобалось, що Наполеон нас не опакував ще 1800. Почав підозрювати, що ми така клака, що її навіть захоплювати собі в збиток. Да, моя вчителька по історії довольно сумасшедшая. Жінка была. Известна тем, что у нее сиська выпала. Так вот, она когда-то сказала, что Наполеон, выбирая между крупными городами Российской империи, на которые наступать, ну это такой миф, да, как легенда, да. Так вот, выбирая между городами, он рассуждал так, что Киев это сердце Российской империи, хотя не получается тогда. Не, он рассуждал так, что Москва это сердце Российской империи, Санкт-Петербург это типа голова Российской империи, а уж это такие, я не помню. Но как-то подходят только плохие вещи. Да, трохи ёбнутую, она сильно повлияла на то, что тоже отторжение у истории, от истории у многих получилось из-за нее. Но она одна из немногих, кто похвалил меня в конце года. Ну как, не похвалила, сказала, что ну все понятные ученики, но вот этого я не могу раскусить. От згадую школу, і там були дві речі, які реально душили найбільше. Перше вірші, друге вставати рано вранці, хоч я і жив біля школи, то же саме. Потім в університет мені вообще ні світ, ні заря приходилось вставати. А інше хулять додаткові собутильники, ну правда. Київ це великі яйця, да. Большие яйця. Большие яйця. Большие яйця, здорові яйця. У мене в школі було два вчителя історії про російський і про український. Про український дуже впливав на мене. Добрий був мужик, хоч і спився. Ну, разные были, да, учителя. Потом у меня уже в колледже был другой учитель истории, но то вообще легенда он был. Был разведчиком в Советском Союзе. И реально у него были фотографии с Че Геварой на пляже на Кубе в трусах. Как говорит Гордон, конец подкрался к стриму незаметно. Люблю вас, друзі, цілую в плечі і до зустрічі в понеділок, да.